Ох, похоже, шаманская трубка действительно открыла портал куда-то не туда. Где это я? Ты в месте, где твои эфирные двигатели глохнут, а шаманы-социальные инженеры разводят руками и уходят в неоплачиваемый отпуск. Ха, Жак, это ты! Знаешь, я почему-то думал, что ты сейчас где-то в лаборатории споришь с роботами, а не бродишь по мирам духовных иллюзий. Поверь, я здесь исключительно из-за твоих инноваций. Так объясни, как ты сумел превратить мой проект из автоматизированного будущего в фермерскую утопию конспиролога? Мы, видишь ли, решили выйти за рамки твоей ограниченной рациональности. Теперь проект Венера готовится к поликризису. В Перу мы планируем построить ковчег-город, чтобы пережить эти непростые времена. Там трудятся в шахтах и на полях за идею, бесплатно. А пока на территории проекта Венера уже кукарекают куры, гуси гордо шествуют и помидорчики зреют под слоем биоодобренного компоста. Народ в восторге от нового формата. Называем это эволюцией проекта Венера. Каждый теперь осознанный аграрий с миссией. Все ближе к реальности. Мы гордо делаем свое дело, продолжая твои заветы. Но Саймон Мишо посчитал, что ресурсов не хватит, чтобы выдать всем по электрокару. А значит, вот он и план «Б». Шаманы, гуси, помидоры. Ты точно говоришь о моем проекте, а не о сельском фестивале? Ох, Жак, ты всегда слишком зацикливался на холодной логике и сухой науке. Людям нужна душа, чувство сопричастности с природой, знаешь ли, эмоциональная связь, а денег мы им и так не заплатим. Эмоциональная связь через гусей и помидоры? Браво, Нейт! Ты, кажется, нашел идеальный рецепт управления массами через желудок и сентиментальность. А разве не ты сам утверждал, что людям нужно объяснять идеи на понятном языке? Вот мы и объясняем. Эфирные двигатели для тех, кто любит сложные слова, а курочки с помидорчиками для любителей попроще. Ага, и при этом ты говоришь, что нефть заканчивается и нужно использовать ручной труд. Так зачем тогда тебе эфирные двигатели, если вы снова копаете землю руками? Ну, это временные меры, пока мы переходим на новую фазу. Ясно. То есть ты признаешь, что твоя блестящая упаковка с эфиром и помидорами уже начала протекать? Ты был идеалист, Жак. Реальность такова, что людям важнее красивая упаковка, а не то, что внутри. Но, дорогой Нейт, твоя упаковка скоро развалится, и твои шаманы вместе с гусиными яйцами окажутся не у дел. Как долго можно продавать людям воздух, обещая им реальный урожай? Поживем, увидим, Жак. А сейчас, извини, меня ждут мои люди, любители приятных сказок, а не твоих горьких научных истин. Иди, Нейт, только помни, реальность всегда стучится в дверь, даже если ты закроешь ее на все замки и обложишь помидорами. А научный метод, он как старая правда. Его можно игнорировать, высмеивать, даже закопать под грядку, но он все равно прорастет. Думаю, найдутся те, кто все же продолжит мое дело и сделают это уже без вашего участия.